Всем привет, с вами видеоблог War Story, и сегодня тема долгожданная для многих. Это штык винтовки системы Маузера К-98. Вот он. Сегодня хочу обсудить тему штыков К-98, может быть, новую информацию для вас дам. И сразу скажу, что это будет не историчный обзор. Это будет обзор пары предметов, которые есть в моей коллекции. А более такой серьезный историчный я хочу сделать позже, потому что тема такая, что про него реально можно говорить много. Это такая вещь простая, которую знают многие, которая является там брендом просто немецкого холодного оружия периода Второй мировой войны. Эта вещь часто просто является такой вот, она одна сама, как целая коллекция холодника. У многих такие предметы были найдены там в сараях, где-то там на дачах, потому что их использовали после войны, и у нас их в качестве трофеев приносили, плюс они оставались у нас в земле, после войны их подбирали, и, свиней колоть, как многие говорят, самое то и так далее. То есть вещь узнаваемая. И даже вот у меня есть фотография, там, где у меня мама ездила на картошку, и ездила она в район Синявино. Это, получается, уже, я не помню, там какие годы, вроде 70-е, там, то ли 74-й, что-то такое. И она там с подругами стоит, и как такая фотография была, типа Иван Грозный убивает своего сына, вот так вот замахнувшись. И я приглядываюсь, там 98-й штык у маман. Меня еще не было даже в тот момент. Она уже вот им размахивала. Поэтому такие вещи узнаваемые. Про них, конечно, хочется более такую емкую историю рассказать. Но не сегодня. Сегодня давайте просто вот эти вот вещи посмотрим. Опять же, потому что многие в комментариях пишут: Алексей, хотелось бы вот 98-й штык обозреть, почему нету, вот там про все есть, про многое, а про там обычный самый вот такой вот начальный штык базовый нет. Перфекционизм мне мешал подступиться к этой теме. Итак, посмотрим, значит, вот этот штык конкретно. Я его нашел в Касселе в прошлом году. Штык на парных номерах, производитель Хёрстер. Был период, когда не логотип ставили, а полное название фирмы сюда приводили. Затем на обух клинка ставили год. Здесь в данном случае число 40 обозначает год, 1940, как многие догадались. И с обратной стороны, здесь в данном случае 9424, почти блатной номер, а это номер оружия. Номер оружия этот проставлялся на заводе, здесь еще внизу буковка ставилась, это серия партии. Соответственно, как мы можем определить, в родном ли сборе штык? То есть мы смотрим на номера здесь и номера на ножнах. Вот здесь вот есть номер на ножнах. Для того, чтобы нам лучше посмотреть эти номера, я сниму подвес. Делать это надо аккуратно, потому что ни один подвес порвался при вот такой вот манипуляции. Значит, здесь вот мы сейчас вот так вот ставим, чтобы можно было прям на фото показать два номера вместе. То есть вот мы смотрим, и они совпадают. Это важно. Также, конечно, важно, чтобы совпадал и производитель. Значит, вот здесь мы тоже видим, что Хёрстер и там, и здесь. И при этом год 1940 прописан здесь на ножнах полностью. Дальше какие клеймы на штыках на этих присутствуют. Это клеймы на головке рукояти. Вот здесь вот мы их наблюдаем. Два клейма приемки, как правило, стоит. Одно клеймо на кнопке прямо вот здесь вот. Также бывают еще клейма на вот этой вот кнопки с внутренней стороны, но вы не увидите эту фотографию, потому что очень стрёмно фотография с таким с нажатым пальцем здесь получается, потому что по-другому как-то вот не снять. Но вот поверьте, здесь 9424 тоже здесь номер стоит на вот этой вот ответке, на кнопке. И рядом здесь тоже стоит птичка. Не всегда номер, кстати, вот на вот этой кнопке совпадает. Я смотрел, у разных производителей эта история по-разному. Бывает, что там стоит другой номер, но при этом штык полностью весь в родном сборе. Также еще есть некоторое количество штыков, мы с вами разберем. У меня есть такие вещи, которые можно разбирать, которые, к сожалению, уже не жалко как бы раскручивать туда-сюда. Вот. Этот жалко, потому что он полностью, ничего, у него винты не стронуты. Вот. Поэтому здесь накладки снимать не будем, но вот я разбирал некоторое количество штыков, там также номера стоят внутри, но некоторые ставили номер вот полностью, который вот здесь вот генеральный стоит, а на некоторых производителях там идут номера сборочные, поэтому в эту историю тоже можно будет вникнуть потом.
Самое главное, нам сейчас вот внешние клейма дальше посмотреть. Здесь вот на спинке рукояти еще клеймо, вот тут вот буквально за огнеупорной пружиной вот здесь вот стоит. Как правило, оно там находится. И где еще? Вот на ножнах. На ножнах, на кончике ножен здесь тоже мы клеймо должны всегда искать. Есть оно или нету его там. Этот штык мы обозрели. Ну и здесь еще бакелитовые накладки. Накладки бывают бакелитовые и деревянные. В данном случае здесь именно бакелитовые. Ну вот мне так нравится, видимо, из-за того, что я вот опять же, с капонины, ты когда достаешь штык, который был какой-нибудь в болоте, вот он весь полностью ржавый, весь утухший, а вот накладки такие нарядные, красивые. Если же ты находишь, например, штык с деревянными накладками, даже в неплохом состоянии, то, блин, там накладок нет, вид не целостный, ну такой как бы. Поэтому вот бакелит, наверное, это вот оттуда такой, все из детства. Значит, следующий предмет. Я вот здесь на скорую руку собрал натюрморт, и пока вот я вот сейчас говорил эту фразу, я увидел, что настолько на скорую руку, что поставил сюда не ту пряжку, потому что изначально здесь сухарной сумки не было, вот, но под рукой у меня оказалась сухарная сумка, только люфтовая, вот, а пряжку я сюда поставил вермахта, Гот-Митунс. Поэтому здесь есть некое несоответствие. Вы об этом можете сделать вид, что вы не слышали то, что я сейчас это указал, и написать в комментарии это, поправить меня. Итак, значит, у нас здесь стоит пряжка Гот-Митунс, но мы можем представить, что это люфтовая. На фотках в Инстаграм я с люфтовой выставлю. Дальше у нас здесь парные подсумки, которые одинакового покроя. Видите, с одинаковыми заклепками. Это, ну, такая нечастая история. И, на самом деле на капонине попадаются... это уже все не про штык. Ладно, все, это про снаряжение потом. Вот, значит, парные подсумки здесь. Люфтовая вот синяя такая сухарка с приятными вот здесь вот этими вот кожульками. Поэтому она и была взята, потому что она такая, ну, неупрощенная еще. Фляжка здесь. И вот штык. Штык вот он располагался именно так, если это была лопата. Это чехол для нескладной лопаты. Лопата сюда не влезла, и у меня, честно говоря, нет нормальной лопаты до сих пор. И если она вот здесь вот есть, то параллельно древку закреплены и ножны. То есть они как бы такие... Конструкция такая интересная получается. Мне всегда нравилось, как это смотрится. И вот этот вот штык, я уже его один раз показывал. Мы вместе с вами, можно сказать, надели на него вот этот подвес, который коричневый сзади. И давайте его еще посмотрим. Тогда вроде как его подробно не рассматривали. Здесь производитель Mundlos. Мы видим на пяте клинка штампом нанесено вот это клеймо. 38 год на обухе мы наблюдаем. И 4734S это номер самого штыка. Номер самого штыка совпадает с номером на ножнах. То есть здесь тоже все парно, все в комплекте. И также вот здесь вот присутствует клеймо. 2 здесь. Одно здесь, на кнопке также присутствует одно клеймо. На крестовине здесь есть. На крестовине не всегда ставились, но в основном вот на ранних оно есть здесь. Вот тут вот внизу как бы перевернут этот вафенамт. И также еще на ножнах вот здесь вот есть клеймо, но мы не будем его показывать, чтобы не дербанить всю эту композицию прекрасно. Пока были съемки этого видео, вот как раз родилась идея показать, из чего конструктивно, например, состоит этот штык. Можно будет разобрать тот, который в не очень хорошем состоянии, и посмотреть, что называется, на него изнутри. А сегодня мы быстро таким экспресс-обзором пробежались по двум штыкам 98-м. Один 40-го года, второй 38-го. То есть еще как бы довоенные предметы. Оба в родном воронении и оба из моей коллекции. Я надеюсь, видео вам понравилось. И еще один момент о штыках о 98-х. Есть такой сайт warstory.ru. Это сайт, который, собственно, сделал я изначально, который был заточен под сбор, что называется, статистики по, в первую очередь, антикварному холодному оружию, ну и там дальше потом пошло-поехало. И вот сейчас вот я дам ссылку внизу на эту страницу. Сейчас вы смотрите, это страница, с которой вообще, в принципе, пошла концепция сайта. Это вот 98-й штык как раз, вот по нему страница. И здесь есть здоровенная таблица. И в эту таблицу внесены штыки по экземплярам. И там есть фотографии. То есть, например, там какой-нибудь Mundlos, там есть его несколько фотографий. Там есть варианты клейм, варианты мест постановки клейм и так далее. То есть, они отфотографированы достаточно подробно и достаточно информативно. Все, кому нравится, вот, и все, кто прется по теме 98-х штыков, вот вам, пожалуйста, куча информации бесплатной, наслаждайтесь. Ну и чего, тогда в следующие разы будем какие-то еще более интересные, наверное, видео снимать или настолько же. Всем вам доброго вечера и увидимся.